Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн рубрика «Нью Московиты». С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова. Как говорил Пауль Клие, чем страшнее мир, тем абстрактнее искусство. Абстракцию сложно описать словами, ее нужно чувствовать. И сегодня мы с вами попробуем проникнуть за пределы слов с современным московским художником Анатолием Пелевиным. Здравствуйте, Толь. Добрый день, Наташа. Абстрактное искусство – вещь очень субъективная, особенно его восприятие. Ваша живопись очень навевает мысли об абстрактном экспрессионизме, который своими корнями уходит в XIX век, в романтизм, как течение, да, для которого основной проблемой было соотношение мирского и духовного. Но экспрессионисты искали ответ на этот вопрос по-разному. Кто-то, как Марк Ротко, обращался к трансцендентному, да, и отражал это в своих работах. Кто-то, как Джексон Поллок, всматривался внутрь себя и переносил это на полотно. А куда всматриваетесь вы, когда создаете свои работы? Очень хороший вопрос, вдумчивый. Для раздумий много здесь всего есть. Наверное, Ротко сказал очень верно, что трансцендентное, духовное. Здесь, наверное, правильнее будет некоторые моменты уточнить, что имелось под трансцендентным и под духовным. Определиться с терминологией. Думаю, что где-то я на этом самом пути, то бишь иду теми же дорожками. Вовне. Теми же дорожками, да. Но единственный, наверное, можно ответить момент трансцендентности, наверное, это такая область, она недостижимая, поэтому здесь она другая, она абсолютно другая. Да. И она бесконечная. Живопись, да, и трансцендентность здесь, они не соединяются. Но идти по этому пути, скорее всего, через чувства, да, через какие-то свои эмоции, соприкасаться как-то вот с духовностью, это, наверное, да. Потому что абстрактная живопись, она это некий такой комплект, набор шифров, вот, которые человек в силу каких-то своих жизненных увлечений. Который каждый считывает по-своему, в зависимости от своего внутреннего мира. Я хотел немножко другое сказать, что человек, он как бы по жизни идет, да, и он что-то напитывает за свою жизнь в разных областях. Ну и в итоге, как бы, да, если вот у меня сегодня как бы такой момент, что я полностью практически занимаюсь абстрактной живописью, соответственно, весь предыдущий вот этот опыт, он здесь заложен. Вот. И есть, конечно, тут, безусловно, все предыдущие ценности. Я считаю, как бы, да, и до сих пор как бы считаю, что они должны быть все со знаком плюс, положительные. Так как время сегодня немного сложное, да, и вот со знаком плюс таких положительных как бы моментов их не так много. Вот. Природа, как именно проявление этого трансцендентного духа, вдохновляет вас? Природа это вообще, как бы, наверное, единственное, что это и есть. То бишь, если сравнивать, например, природу и трансцендентность, да, это можно сравнить, как, например, природа это краски, а трансцендентное это хозяин, творец, то единственное могущественное живое существо, которое все это создает, оно природа рисует. То бишь, это как краски у него. Художник, он где-то по этой аналогии выступает, то бишь у него краски сами по себе, они мертвые, они ничего не дают, они для всех доступны. Но вот сделать из них что-то свое через вот призму мышления какого-то. И видят, в принципе, пути, все одно и то же, да? Изложить, соответственно, это здесь, да. Но что, например, вот вы можете здесь прочитать, оно, конечно, будет что-то ваше, да, и вы унесете какую-то частичку вот своего. И так это относится вообще к каждому живому существу. Вот. Но закладывать сюда я стараюсь максимально такие полезные, хорошие вещи. Это чувствуется. Я, да, практикую и как бы
Ну, цепь такая, можно сказать, да. Есть такая точка зрения, что в иерархии искусств живопись стоит между музыкой и литературой. Ну, если вообще можно говорить об иерархии искусств. И связано это с физиологией человека. Потому что звук первичен по отношению к зрению, и уж тем более к говорению. Да? То есть человек сначала слышит, а потом все остальное. И именно поэтому музыка из всех видов искусств влияет на человека больше всего и глубже всего. Кандинский мечтал о том, чтобы живопись стала такой же чистой и сильной по степени воздействия на человека, как музыка. Слышите ли вы какую-то мелодию, когда пишете работу? Музыка, Кандинский, звук. Но звук это вообще очень важный первый элемент нашего материального мира, поэтому без него никуда не деться. Первый даже, Да. после эфира. Вот, конечно, музыка, ну, в моей жизни она играет очень большое место. Я на музыке, можно сказать, вырос, посвятил этому многие годы. Но сегодня, наверное, музыка и звук, наверное, это... Но это не одно и то же. Это одно и то же, но это все-таки исходит, первоисточник все-таки это как звук. Звук, рассматривается, конечно, да. звук, да. И ну, для меня сегодняшнее понимание звука это как практически то, что вы сказали, да, как первоисточник, который дает тебе информацию, знания. Но звук это как- энергия. Звук, да. Ну, мы обращаемся опять же, да, к Библии, да, первые ее строки об этом и говорят, что сначала было слово, да, оно было Да. у Бога. Вот, отсюда как бы, да, у нас и исходная вся информация. Вот, но сама по себе музыка, так как я вот немного ранее сказал, что много увлекался, очень любил клубную музыку, именно слушать музыку ходил, наверное, с 95-х годов, вот, и практически по сегодняшнее время. Мгм. Так как это все-таки именно музыка, да, и она исключительно материальная, как и все материальное, оно имеет тенденцию немного надоедать. От нее устаешь. Хотя это не так, конечно, на все 100%, но в этом заложен большой смысл. На мое сегодняшнее мировосприятие в плане музыки и звука сказал Джордж Харрисон. На пике своей карьеры, когда они достигли, Харрисон это Битлз, да? Да. Достигли своего пика популярности, славы, Харрисон увлекся ведической культурой, который как раз основан именно на понимании звука. То бишь то, что вот мы сказали много ранее про Библию, да, что сначала было слово, то бишь вся вот эта информация, она идет через звук. И вот Джордж Харрисон, он оставил свои предыдущие занятия, и он увлекся песнопением мантр. То бишь вся его дальнейшая музыка была основана только на этом. Ну, то есть можно сказать, что в ваших работах мы можем считать мантры. До какой-то степени это так, потому что подготовка к работе у разных художников, она имеет разный контекст. Я Настрой, да, стараюсь на- настраиваться, да, мантрой, и прочитав ее, ты получаешь достаточно чистый разум, понимание, что тебе нужно, как делать. Все какие-то непонятно ненужные вещи, они становятся вторичными или просто рассеиваются, и остается то, что нужно. Я даже не могу сказать, что это я, наверное, делаю, потому что это какое-то влияние вот, свыше, оно, так как нам даны вот эти инструменты, мантры, молитвы в разных путях, это называется по-разному, но смысл у них такой, то бишь это очищает твое сознание. И тогда просто то, что идет из трансцендентного, Получается, через вас да, переходит на получается, холст. Как известно, каждому времени свое искусство. А
Абстрактная живопись, возникнув после Первой мировой войны, представляла собой некий совершенный мир, который давал надежду для переустройства и восстановления разрушенного мира войной. После Второй мировой войны абстракция уже не давала никаких утопических теорий о будущем, но она обратила взор художников и людей на природу, на дух природы, как возможность найти в этом силы и спастись. Учитывая то, что происходит сейчас, в тот мир, в котором мы живем, есть ли еще у абстрактного искусства возможность и желание спасать мир, давать нам какую-то надежду? Философский очень вопрос, очень актуальный для сегодняшнего времени. С цельной, концептуальной точки зрения не спасет. Не спасет, потому что люди, так как сейчас вы перечислили, испокон веков, опираясь на предыдущий опыт военный, ведут себя достаточно похоже, и мы видим, что история повторяется. Но надо меняться людям. И меняться радикально, уходить в сторону духовного. И у художника через абстрактное искусство можно предположить, есть такая возможность. То бишь люди, они посмотрят на картину, как-то обратятся к природе, которая, в общем-то, и есть часть абстракции. По Да. сути, вот она, абстракция у нас вся здесь Согласна. и представлена. Это можно как-то деталями вычленять какие-то фигуративные вещи. А дальше просто это послание, если люди будут это ценить, понимать, то бишь через какие-то художественные произведения, они будут относиться к природе с уважением. Друг к другу. В первую очередь, то, соответственно, это все дальше доходит до Творца этого мира, и если это все будет так правильно, то не будет никаких причин для разногласий, и вот эта цель, она будет достигнута. Ну, то есть мы можем сказать, что спасти мир в целом искусство, возможно, не может, но побороться за отдельные души ему вполне по силам. Это нужно делать. Это нужно делать, как говорится, делай, что должен, а уже И будь, что будет. Красиво, да? Ну да, вот она, как бы, абстракция в наличии есть. Как Да. по-другому это можно восприять, да, если взять... Ну, в принципе, все уже дано. Да. В природе все есть. Не-не-не, я к тому, что это настолько все здесь обобщено, да, тут Да. миллиарды каких-то объектов фигуративных, да, Согласна, которые да. можно взять и, ну, в одиночку их как-то оценивать. А можно все в целом цветовыми пятнами как просто оно красиво, когда в воспринимать, да. целом, да. А если все это еще туда дальше усугубить или посмотреть это с высоты, Птичьего полета? да, какая-то будет абстракция. Хотя все состоит из этих маленьких как раз фигуративных Слушай, а как с элементов. высоты реально красиво смотрится, да? Вот есть съемки, даже паттерны ткани делают, вот это вот, где поля, где вот это разноцветное Красотища. все лесо. Просто ни конца, ни края нет. Это да. Не налюбоваться. Причем вот это сейчас мы смотрим, у нас тут одна абстракция, да, не оторваться, а подняться наверх. То же самое, но по-другому вообще. А с того берега перейти сюда Да. или также в ту сторону. Вообще жалко будет с этим расставаться. Когда-то. Но как? Здесь же есть один большой минус, что мы расстаемся, да? Вот если там затрагиваешь ты трансцендентное, духовное, Да. настоящее, у нее большое отличие, что оно вечное. Вот оно, Это да. оно никогда не заканчивается. То бишь в этом кардинальная разница. Там нет этого Нет, ты недостатка. понимаешь, если уйти в вечное, иметь возможность этим любоваться в вечность, это да. А будет ли Да. возможность этим любоваться? Это однозначно будет. Да. Но это же всегда хорошо, когда мы здесь испытываем моменты вот этого наслаждения, там, удовольствия. Ну, это да? и есть соединение с вечностью. Таких нет людей, которые скажут, что я... Это нам дается крупинка этого понять. Да. То бишь это, по сути, качество души, они же есть. У души есть четкое обоснование. Да? Это вот сад, чит, ананда, виграха. То бишь это вечное. Это даже не счастье, а это блаженство. То бишь, когда твое счастье, оно либо несчастье, у него есть антипод, Оно да? земное А очень, блаженство да. у него нету. Оно увеличивается. Всегда вот это счастье увеличивается. Здесь это счастье, оно выглядит просто как какой-то перекур от страдания.
То бишь тебя так или иначе что-то нахлобучивает здесь, как бы, да, ты из Ну, да, этого потом какую-то вылез, минутку ты тебе вылез дали такой, передохнуть. вот, как вот в воду сейчас нырни, да, тебя там можно продержать 30 секунд, ну, кто сколько сможет минуту, и ты оттуда выходишь такой, и ты воспринимаешь, а вот мы не ценим этого, правильно? Мы тут стоим уже сколько, сейчас дышим, и этого нет у нас. Почему? Мы ценим. Как? Нет, ну мы болтаем, у нас что-то там другое, мы пытаемся. Но мы сейчас закончим съемку, можем сесть и медитировать, смотреть на воду, открыть вино и здесь сесть и медитировать. Ну, короче говоря, когда есть возможность, да, вот этого счастья всегда в превосходной степени, ну, это реально круто. Каждый этого бы хотел. И такая возможность есть. Ну, в общем, красота спасет мир. Природа, искусство – это все красота. И это все счастье. Ну, на мой взгляд, на мое восприятие. Я не могу без природы, не могу без воды. А творец кто? Да? Один. Один. Вот это вот художник художников. Согласна. Дизайнер Самый дизайнеров. лучший абстракционист, самый лучший дизайнер. Но он и самый- фигуративист, и абстракционист, и все на свете, да. Ну да, И видно. инженер. Да, инженер. Поди вот такое вот спроектируй. Крутой замысел. На сегодня все. До встречи на канале и помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины.